Привет всем хорошим людям, добро пожаловать на канал Custom Truck. Ну что ж, после предыдущей серии с испытаниями Зила в болоте, мы поняли, что возможности у него очень серьезные, и они даже близки к возможностям Monster Max. Поэтому в этой серии мы решили попытаться сравнить, либо просто поехать покататься, поискать какие-то злачные места на этих двух единицах, на Monster Max и на Зиле. Но перед этим, естественно, необходимы определенные подготовки. А именно, на Monster Max нам нужно чуть-чуть лучше закрепить кабину, потому что там у нас появился зазор в шпильке и кабина болтается. Поэтому сейчас наша первая задача — это устранить эту проблему. Еще там есть по мелочам. Повезем Monster Max на Volvo. Вот, потому что у него нету документов. Так что серия обещает быть очень интересной. Огромное всем спасибо за поддержку на Бусти. Благодаря вашей поддержке мы можем снимать интересные серии. Если у вас есть желание поддержать нас, то тоже можете перейти по ссылке, подписаться на Бусти и будете получать каждые 2-3 дня информацию о том, что происходит у нас здесь в гараже. Так что вам я желаю приятнейшего просмотра. Заваривайте чай, печенье, держитесь покрепче за диван, потому что наверняка вас будет трясти. Садимся поудобнее, мы начинаем. Вот такая у нас проблема. Видите, нужно срочно ее устранить. Но еще нам нужно будет тоже закрепить АКБшки. В общем, работы предстоит. Дворники нужно поменять, потому что там нету резинок. Все это будем делать перед поездкой. Подобрали вот такую дополнительную подушку. Сейчас ее подложим. Болт тоже нашли. Пробуем установить. Готов? Убирай пальцы. Видишь, там такая железка. Железку надо наверх, не между резинками. Давай, я выйму сначала, дай. Пускай. И бери сразу. Все, вставили. Все будет четко, я думаю. Друзья, вы все знаете, что цены на автомобили постоянно скачут. И чтобы при покупке автомобиля найти оптимальный вариант и сэкономить, заходите на бесплатный сайт autospot.ru. Потому что на этом сайте есть практически все марки автомобилей. Вы обязательно найдете что-то на свой вкус. На Автоспот собраны все предложения от официальных дилеров. А самое главное, что вы можете посмотреть, какая скидка вас ждет при покупке в кредит, трейд-ин или за наличные. Вы наверняка слышали, что автомобильный рынок стоит на месте, поэтому дилеры делают очень большие скидки. Не забывайте сравнивать цены в разных городах, ведь скидка в соседнем городе может быть даже на 100 тысяч больше. А чтобы скидки всегда были под рукой, скачивайте бесплатное мобильное приложение Автоспот, в котором вы точно так же сможете выбирать себе новый автомобиль, сравнивать цены и скидки, записываться на техническое обслуживание вашего автомобиля, кстати, тоже со скидкой. Максимально удобно, в 2 клика и всегда под рукой. Мобильное приложение обязательно рекомендую скачать. Но ссылку на Автоспот я оставил в описании. Проходите и пользуйтесь. Ну а мы сейчас загрузим Monster Max и будем дальше собираться в нашу поездку. Но прежде чем ехать на Volvo, мы решили тоже ее немножко подделать. А именно, мы установили вибасту на нее. Вот. Но это не самая дешевенькая вибаста, это в алюминиевом корпусе. Занимаюсь ее установкой здесь. Нужно еще нам приделать глушитель. Ну и вот здесь Леша тоже делал. Не совсем это правильно. Мне кажется, нужно где-то здесь расположить насос, и все будет работать гораздо лучше. Вот, так что потихоньку доделываем наш проект Volvo. Также были сняты спальники из нее, и они сейчас в процессе перешива. Проекты не забрасываем, но это, можно сказать, что уже готовый проект. То есть здесь вот эта мелочь, которая прям не обязательно была к даже восстановлению, но мы уже доделаем, чтобы было красиво. Вот, ну и вибаста. Сейчас веду плюс туда. Вот заводская проводка вот здесь лежит. Ну, по вибасте здесь все просто. Подключается фишка. И от этой фишки плюс-минус выход на насос и выход на пульт. Вот, сейчас все это подключу, сделаю и потом покажу вам, что с этого выйдет. Полдня у нас отняла эта вибаста китайская. К сожалению, был брак. Просто вентилятор забит был вовнутрь вибасты и все. Ну вот, разобрали, поправили вентилятор, там свечу поправили и начало работать. Да? Прикольно. Прогреется, потом тише будет. Ну да, но она сейчас воняет еще тут. Вот у нас здесь аж 6, вот, типа аж уже... 5.
тепленький пошло. Нормально. Отлично, ну пусть прогорает. Эта машина всегда запускается с полтыка. Следующее, что нам нужно сделать, это выгнать Монстра Макса. Но краз нам мешает, поэтому его сейчас тоже выгоним на улицу и будем загонять Монстра Макса на эвакуатор. Я каждый раз поражаюсь брутальности этой машины. Каждый раз. Монстра мы увязали. Представляете, есть у нас одна проблема. Потеряли одну вот такую стяжку талрепину. И не можем нигде найти. То ли где-то забыли, то ли что, непонятно. Монстр Макс у нас готов. Ну а следующий пациент это Зилок. Леша там установил дворники на него. Но дворники оказались слишком маленькие, жигулевские. Надо нам искать подлиннее. Но их мы поставили с той целью, чтобы не царапались стекла. А также, возможно, завтра будет дождик, поэтому лучше поставим. Следующая наша задача будет это запустить Зилка, подготовить его тоже. Потому что проверить воду и еще что-то нужно. Клеммы поменять. Вот, Поменять вспомнил. клеммы, Да. бак и убрать грушу. Да, и убрать грушу. Решили убрать грушу. Но нам, скорее всего, придется все-таки снимать бак на Зиле, потому что он, зараза, подбивает там заборник. Заборник вот здесь стоит, и его, чтобы снять, нам придется все-таки снимать бак. По-другому никак. Ну и хотим убрать эту грушу. Вот они шланги, Леша, видишь? Вот. Но новый. Сколько шлангу этому? Ему же вообще тут ничего. Ужас. Ладно. Убираем грушу и попробуем эту конструкцию. Ну, может, она будет работать, потому что груша вот так сжимается и перекрывает сама же себя, как вариант. И заметил, что мы забыли тогда закрутить гайки. Сейчас Леша пошел за гайковертом и зажмем их. Там тоже не хватает. О, любимая Леши работа. Ну-ка, в свет включи. Вау. Давай. Откручивай. Не, подожди. Ага. Молодец. Я ж так и знал, что ты поленишься. Проверь. Ой-ой-ой. Такой кадр, Леша. Ух, Макита. Параллельно с подготовкой к оффроуду на Зилке мы готовим наш БРДМчик. Видите? Герметим его. В салоне там уже Леша прошел почти все. Тоже потихоньку его готовим. Такой красавчик. Еще вот эти швы нужно тоже пройти. На улице дождь, и поэтому мы копошимся в гараже. И, кстати, я забыл вам совсем сказать, я продал патрол. Вот, и сейчас передвигаюсь на УАЗике. Вот уже неделя прошла, больше, 2 недели, наверное. Пишите, что думаете про УАЗ, может, какие-то там советы или еще что, я обязательно учту. Ну и попытаюсь его поэксплуатировать, но машина моей мечты, она по-прежнему еще в планах. Друзья, мы с вами внезапно из гаража перенеслись в город Орша. Я не смог удержаться, не показать вам интересную машину. Взял камеру и скорее начал снимать. У моего друга есть вот такой КамАЗ. Мы все фанаты автодомов, и я думаю, вам в том числе было бы интересно посмотреть на такую тачку, в которую вложена душа. Это 43118, полноценный, огромный автодом. Полностью все сделано внутри здесь кизлярскими обшивочками. Красота, просто красота.
Машина делалась для души, поездок на природу. Новая резина, окраска специфическая, вот наподобие УАЗика. Он, кстати, на номерах, на российских, и по СТС, ПТС он полностью автодом. Документами занимались, то есть документы внесены. Все изменения. Здесь есть генераторы, отсеки, все, кондиционер. Сейчас покажу, что находится внутри. Внутри есть туалетик, вот эти такие специальные места для отдыха, шкафы купе, шкафчики, всякое. Вот. Такой красавец. Галя тоже не удержалась и захотела залезть в этот КамАЗ. Ну, класс. Вот такой аппарат, он, кстати, продается. Руслан его продает. Я номер телефона его оставлю в описании. Если вдруг вас заинтересует тачка, то пишите ему в мессенджеры. Ну, это, конечно, машина мечты, да. Тем более на шасси 43118. Он 90 едет, не чувствует. Такая вот машина. Красавец. Вольво накачивает воздух, и мы готовимся к выезду. Очень интересное мероприятие намечается. Новая Вибаста уже не хочет включаться. Просто слабенько включил сразу. Это неправильно. Нужно на максимум включать. К сожалению, у нас возникла проблема маленькая. Мы не можем накачать воздух на Вольве. Пропали передачи. Но сейчас вот спустили со всех ресиверов воздух. Да, шипит у нас разгрузка. Что-то там не то. Сейчас попробуем заново все накачать, возможно, все получится. Где-то какой-то перепускной клапан все-таки заклинил, поэтому всегда нужно эксплуатировать технику, иначе вот происходит такое. Постояла, но она с момента трактора, 2 месяца стояла, да. Но бывает, ничего страшного, разберемся. Контур начал работать, но сейчас очень сильно шипит разгрузка, и он не может накачать сам себя. План капкан, ехать не можем, нужно поменять фильтр, попробовать. Он начал накачивать в контуры, но сейчас не справляется, только накачивает 4,5 атмосферы. Всегда говорю, покупайте новые машины. Целое? Оно там старое целое, да. Тут новый в комплекте. Иди заводи. Фильтр поменяли, ну непонятно, блин, и время уже прошло 2 часа, возимся. Ну надеемся на успех.
воздух начал качать, в принципе 6,5-7 почти накачал. То есть, ну, типа фильтр помог, но все равно какой-то косяк имеется. Сейчас будем разгружаться и поедем за зилом. Монстра мы разгрузили, сейчас отправляемся за зилком и сейчас привезем зила. Немножко забуксовали на Вольве, но сейчас спустили заднюю ось и сейчас поедем. Все, приехали, загружаем зилка. Разложили лапы, потому что так безопасней. Все, заезжает, красавец. Очень красивая машина. Все, будем увязывать. Volvo вообще не чувствует эту машину. Едешь, как будто мы пустые. Очень, конечно, комфортно на Volvo. Процесс разгрузки — это всегда не быстрое мероприятие, но когда вдвоем, то вполне нормально все это проходит. Каждый знает свою работу, поэтому это все гораздо проще.
речушку, но что-то Леша испугался, блин. Ну сейчас попробуем задом заехать, может возьмем чуть левее здесь. А если вот так? Вот так, короче, вот так. Дай я сяду. Да там он уже выедешь, наверное, сухое. Тут просто речуха идет, нет? Попробуй чуть-чуть вот до падения колеса переднего. Чуть-чуть. Уже выезжает. Но это не точно. Не надо туда ехать, там вода. Выезжай. Дай назад. Малка, блин, где? Дай назад. А? Ну все, давай выкинем. Ой-ой. Производим зацеп. Мы забыли взять более мощный трос, и, возможно, нам это создаст проблемы. Спешили с утра, и вот косяки, как всегда. Ну, сейчас потихоньку вытащим. Блин, мы опять не спустили колеса, понадеялись, но ЗИЛ уже назад не хочет ехать. Я сейчас включу повышенный, он выберется, но надо спускать колеса. Ну, сейчас дай включу повышенный, попробую. Срочно спускать колеса. В общем, мы забыли сапоги, мы забыли трос, но зато мы взяли еду, вот, и, короче, забыли колеса спустить. Но я, если честно, ну, я думал, что он уже здесь пойдет, зилок, но он что-то, блин, повалился. Ну, сейчас спустим шины, подзацепимся лебедкой и будем надеяться на успех.
еще мы забыли разложить манипулятор и сделать нормальную развесовку. В общем, были уверены в силах Зила, но, как всегда, ошиблись. Дай газу. Чи передачу хочеш? Не знаю, что мы придумали, но мы решили немножко подтянуться манипулятором. Я не знаю, что вы напишите в комментариях, это плохая идея, но вариантов у нас, к сожалению, нету. Деревьев нету. Ну, если только второй вариант, это ехать за кразом. Но это далеко, и пока что это прям крайний случай. Так, Леш, натяни. О, да, я сейчас чуть-чуть, потом натянем. Давай, давай. Леха, надо Макса Запомнил, куда вытягивать. натянем. Решили вытащить с Макса манипулятор. Давай, 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 давай. Бери самый большой цилиндр и попробуй. Третий рычаг.
надо справа цеплять. Надо еще тот трос брать. Надо справа цеплять, Лёш. Да. Ну, как минимум весело пользоваться манипулятором, но у нас появились шансы. Надо передачу побольше. К нему? Monster Max вырвался на волю, так что сейчас будет дальше операция эвакуация. Мы выбрались с этой засады. У нас был последний шанс уже, но вовремя, вот я не помню, кто или Леша предложил попытаться вытащить Монстра Макса. Это была правильная идея. И манипулятор, вы обратили внимание, он достаточно мощный. Он даже на всем вылете вытягивал монстра из болота. Так что попали мы конкретно, еще чуть-чуть, и мы вынуждены были либо ехать за кразом или за тросами, пока я не знаю. Но сюда больше пока что не едем. Поедем чуть дальше, попытаемся еще что-то снять интересное. Леша говорит, я сейчас проеду здесь на Монстре Максе. Ну, я говорю, ладно, пробуй. Но вытягивать будешь сам. Решили замерить максималку на Монстре Максе. У нас здесь как раз есть прямая такая дорожка. Сейчас посмотрим, что он там выдаст. Но это, чтобы вы понимали, пониженная в раздатке. Но, тем не менее, Monster Max несется, блин, уверенно. Сейчас у нас здесь предстоит еще более геометрические препятствия. Попробуем, посмотрим, как там поведет себя наши два экземпляра. Сейчас попробуем, сможет ли так ЗИЛ. А вот теперь ЗИЛ не проедет. Теперь ЗИЛ там не проедет точно. Пока у нас есть Monster Max и есть лебедка, мы можем попробовать проехать вот по этой луже. Но
Мне кажется, он там, к сожалению, не проедет. Но таким образом мы хотя бы проверим возможности Зила. Потому что Monster Max там ехал тоже уже на пределе, вы видели. Но все-таки мне кажется, что Зил тоже должен показать результат. Мы сейчас попробуем сначала полегче, а потом попробуем все-таки, наверное, ту лужу. В этот раз мы стравили шины, поэтому, я думаю, возможности у Зила чуть-чуть побольше будут. Ну и не будем спешить, аккуратненько сейчас попробуем. Я поверил в Зила и траекторию поменял, чтобы тянуться лебедкой. А теперь у нас нет за что тянуться, только за Монстра Макса. Я был уверен, что он проедет почему-то. Заводи, Леша. Есть у нас еще одно местечко, которое тоже нужно проверить. В этом месте сидел АТС. Ну, сейчас посмотрим, что наши монстры смогут сопоставить с АТСом. Но сейчас у нас глубокая осень, и поэтому много очень воды. Конечно, так, не сухая погода, можно сказать. Дима, ты почему покинул корабль? Я хотел красиво выйти. Блин, для Монстра Макса это не проблема. Сейчас попробуем там, где сидел АТС. Вот там следы от АТСа. Но здесь торф очень опасный.
Леша, газ! Давай, вперед! Не-не-не, Леш, надо переехать! Ух, вот эта тачка. Но здесь торф, очень опасно, очень. Второй раз по этому следу уже нельзя ехать. Ну, Monster Max, я просто поражен его проходимости, что он вытворяет. Это какое-то безумие. Он очень вытворяет вещи какие-то. Натяжечку, так, отлично. Но сейчас попробуем эту канаву прокатиться вдоль. Что с этого выйдет, очень интересно. Он просто подпрыгнул в воздух и выскочил из этой канавы. Интересно, сможет ли так ЗИЛ? Я шансов минимум. Здесь кабина страшная. Я теперь понимаю, почему Дима выпрыгивает. Оно бьется так. Сейчас посмотрим, ловите меня. Можете на бок прилечь. Геометрическая проходимость у нас не позволяет. Так еще страшнее.
посадку. Потеряли колесо. Я 20 лет танцевал на тросе. Надеюсь, и в этот раз смогу. В цирке. По правилам взаимопомощи и взаимовыручки, принятым в нашем коллективе, мы можем оставить его здесь, а сами поехать домой. Да. У нас Согласен. теперь монстра нету, там мы минус на колесо. УАЗике Минус поедем. колесо. А я ему сразу сказал, не едь вверх, едь назад. А он не нарыл, его и не выехал. Едем сейчас к Вольве. В Вольво есть блок. Попробуем через блок зацепить лебедку. И УАЗик выручает. Видите? Классно. Хорошо, что взяли его с собой. Он нам сейчас поможет. Блин, устали, уже вымучились. Но зилок, конечно, спорно. Не знаю. Monster Max, конечно, сила, но, видите, разулся. И поэтому уже это такая финальный этап нашего сегодня сравнения, к сожалению. Идем на объект эвакуации. Сами себя засадили, эвакуируем. У нас вообще сегодня целый день не получается как-то прям проехать. Вот. Ну, как, Monster Max там хорошо по канаве покатался. Ну, а ЗИЛ, все-таки их сравнивать неправильно, потому что машины разного типа. Здесь правильно сказать, что посмотреть, как едет ЗИЛ на фоне Монстра Макса. На фоне Шишиги мы уже посмотрели. А вот на фоне Макса, конечно, ЗИЛ немножко сдает позиции. Ну ладно, сейчас вытянемся, надеюсь. 4 витка, 3. Подождите. Ну, давай еще сюда, не бороться. Так мог бы побороться. Ой, дай еще сюда. Да. Дай лебедку! Дай лебедку! Вроде бы можно.
Фишка с фаркопа. Солнышко заходит уже за горизонт. Наши монстры, сегодня им досталось. Ну и законный обед. Да? В полевых условиях костер. Наверное, это самый вкусный обед. Да, Дима? Согласен. Ну, а УАЗик у нас в виде стола используется. Так что тоже, видите, выручает наш помощник. Ой, ну в очередной раз мы чуть выбрались, блин. Чуть выбрались. Уже на пределе и трассы уже... Да, команда моя подуныла, но тут главное не падать духом. Дима, тебе понравилось сегодня с нами? Конечно. А что больше всего? Монстр трак сила. Монстр Макс? Ну да, монстр трак. Леша, а тебе что понравилось Ну, больше больше всего? Не знаю. Как ты сломал монстра Макса? Ну ему досталось сегодня. Ну как бы я не знаю, почему он не выдержал. Потому что на каком этапе он сдулось колесо, непонятно. Тоже, да. На этапе Когда, видимо, ты там ездил, месил, да. да, месил грязь. Ну ладно, ничего страшного. Сейчас его поставим, а в следующем году сделаем. Зилка мы отвезли, монстра Макса загрузили. Сейчас его тоже закинем домой. Завтра нам предстоит мойка двух этих единиц техники. Ну что я хочу сказать. В целом машины вроде себя хорошо показали. Ну, Зилок, он, знаете, такой тяжеловатый. Он, конечно, для грунтов наших, для наших белорусских болот партизанских. Вот, потому что, сами видите, вроде бы нормальная поверхность. 2 раза проехал, уже проблемы, блин, даже у монстра Макса. Но, тем не менее, сегодняшняя наша задача была просто выехать на природу. Леша давно просил, что давай вывезем монстра Макса. И я хочу поноситься. Ну, в итоге разул колесо, обрезал задний мост. Ну, там, может быть, блокировка чисто не выжила. Не знаю. Но я думаю, что посмотрим, должно быть все нормально. Но самое главное, что мы отдохнули от души, вымучились просто капец. Но вам я хочу пожелать только хороших людей на жизненном пути. Всех благ и всего самого-самого наилучшего. Увидимся в следующих сериях. Не забывайте подписываться на наш канал. Всем пока.